Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у нас новый рецепт. Это сезонный хлеб с использованием тыквенного пюре, ржано-пшеничный. Такого я еще не делала. Назвала я его «Осенний лес», потому что сейчас самый сезон осенний, красивый, красочный. И грех было бы не использовать тыкву в хлебе. Очень ароматный он получается, вкусный, с использованием специй. Я уверена, он вам полюбится и понравится. Давайте приступать. Этот ржаной тыквенный хлеб буду делать заварным. Он будет на основе ржаной сеянной муки. Сеянная ржаная самая белая из всех сортов ржаной муки. Добавлю специи. Тут у меня в ступке 3 бутончика гвоздики и чайная ложка кориандра. Поскольку количество небольшое, решила не молоть в кофемолке, а быстренько смолоть это все в ступке. Ну все, вот такой крупности будет достаточно. 150 граммов сеянной ржаной муки. Добавляю сюда смолотые специи. Кроме того, я еще добавлю кардамон. У меня тут смолотый, его немножечко, вот так, на кончике чайной ложки. Мускатного ореха еще меньше, видите, какое минимальное количество. Но эти специи даже в минимальном количестве потрясающе раскрываются. И я считаю, что тыква замечательно раскроется с корицей, поэтому примерно 1/3 чайной ложки корицы. Берем датский венчик, перемешиваем специи с мукой. И в это время у меня уже кипятится вода. Приготовьте рядом термос и силиконовую лопатку, либо скребок, чтобы быстро переложить заварку. Заливаем кипятком 300 граммов. И дальше надо быстро-быстро заварку перемешать. Заварили муку и быстро перекладываем в термос. Силиконовой лопаткой заварку всю спускаем вниз, чтобы она у нас находилась в одном объеме и не была размазана по стенкам. Плотно накрываем крышкой, оставляем до утра, сейчас 9 вечера, она простоит до завтрашнего дня. Как только сделала заварку, приступаю к опаре. Для этого у меня есть ржаная закваска покормленная. У меня густая закваска может быть любая, потому что здесь ее будет небольшое количество. И здесь у меня приготовленное тыквенное пюре. Я пробила его блендером, оно однородное, очень красивое, яркое. И опару я буду ставить на тыквенном пюре без воды. Закваски 30 граммов. Вы можете любую закваску, будь у вас жидкая закваска 100% влажности, взять в том же количестве, потому что густота тыквенного пюре может быть разной, оно может быть жиже или гуще, и густоту теста мы будем регулировать на замесе теста. Здесь влажность нам не нужна. 160 граммов тыквенного пюре и 120 граммов ржаной сеянной муки. Берем снова датский венчик и перемешиваем. Дальше можно промесить либо руками, либо скребком. Собираем его в колобок, помещаем в миску, накрываем крышкой. И сейчас у меня 9 вечера. Я оставляю до завтрашнего дня на 12 часов до 9 утра. Бродить будет при комнатной температуре, сейчас плюс 22. Утром смотрим на нашу опару. Оранжевого цвета она красивая, хорошо разрыхленная. Попробую на вкус. Очень заметно кисленькая. Заварка. Тоже ее попробую. Она стала заметно жиже. Чуть-чуть легкий сладкий привкус. Я не добавляла в этот раз белый солод. Заварка осахарилась. Не так, правда, сильно, как это было бы с белым солодом. 200 граммов тыквенного пюре. Добавлю немного сахара. 20 граммов будет достаточно. 10 граммов соли. И 400 граммов пшеничной муки. Муку пшеничную использую первого сорта. Переложила все в чашу миксера, буду замешивать в нем. Всегда замес начинаем на малой скорости. Крюком тесто замешивалось не очень хорошо, я перешла на замешивание лопаткой. Примерно 5-7 минут идет замес. Переложила тесто на брожение. Густоту его решила оставить такой, какая есть. Тесто нежное, видите, мягкое. И мне как раз такое нравится. Оставляю тесто на брожение. Выбраживать буду в духовке с мисочкой кипятка, чтобы поднять температуру где-то до 26-28 градусов. Брожение составит 2-3 часа. Наблюдайте за состоянием теста. Прошло 2 часа брожения теста. Смотрите, как оно выросло. Очень-очень сильно. Дальше можно формовать разными способами. Можно уложить его в форму, можно сделать подовой. Поверхность стола смачиваю водой. Мокрым скребком отделяю тесто от стенок.
опрокидываю тесто. Ой, вышло мгновенно просто. Большим шпателем быстро отделяем. Руки слегка смазываем растительным маслом. Можно и намочить, и смазать маслом. И дальше либо при помощи скребка, либо при помощи мокрого шпателя помогаем себе, заворачивая тесто, подформовывая его. Собираем, чуть-чуть прижимаем руками. Это будет низ, а верх будет с той стороны. Широким скребком подхватываю, опрокидываю на бумагу. И уже на бумаге мокрыми руками подформовываю. Как формовать подовый ржаной хлеб, посмотрите. Это сложнее, чем пшеничный. У меня есть об этом сюжет. Ну, такая форма меня вполне устраивает. И она у меня помещается под мою миску. В таком виде оставляю на расстойку на 1 час. И температуру либо поддерживаете ту же самую 28-32, тогда расстойка может занять 30-40 минут. Я буду при комнатной температуре расставить, у меня 21, и это займет час. Второй сделаю сейчас точно такой же. У меня прошел час расстойки, очень хорошо расстоялся хлеб, очень сильно увеличился, практически в 2 раза. Выпекать буду на режиме для ржаного хлеба, поэтому немного кипятка в миску и ставлю на дно духовки. Печь буду на своем стальном листе. Лишнюю влагу с бумаги убираем, чтобы не было подрывов на хлебе. Духовка разогрета на 300 градусов. С паром при 300 градусах я буду печь всего 3 минуты. Затем вынимаю пар и убавляю температуру до 200 и допекаю еще около 40-45 минут. Отправляю выпекаться. Хлеб у меня испекся. Вот такой красивый, румяный. Здесь уже заварен крахмальный кисель, чтобы сделать глянцевую корочку. Глянец навели. Смотрим, чтобы без пропусков. Оставляю полностью остыть на решетке. И напоминаю, что ржаным и ржано-пшеничным хлебам нужно дать время, хотя бы 6 часов до полного остывания, а лучше резать их на следующий день, когда у них полностью стабилизируется мякиш. Потом разрежем и посмотрим. Хлеб полностью остыл. Смотрите, какая у него корочка после остывания. Замечательная, мягкая, кожистая, очень приятная. И чувствуется, что мякиш очень пористый и хороший. Стабилизировался мякиш у меня уже достаточно много часов. Можно резать. Режется мягко. Смотрите, какой красивый мякиш. Рыженький. Я не знаю, насколько это видно на камере, но он прям рыженький-рыженький. Симпатичный. Если вы используете не сеянную ржаную муку, а обычную ржаную, хлеб у вас может быть чуть-чуть темнее, более серый. Но за счет использования сеянной муки у него светлый мякиш, и за счет использования тыквы такой приятный рыжеватый оттенок. Пахнет специями, сладостью. Ну и вообще он такой приятный, осенний. Замечательный рецепт. Пробовать не буду. Я думаю, вы поверите мне на слово, что хлеб вкусный. Попробуйте повторить этот рецепт. Я думаю, он станет вашим сезонным фаворитом. И когда тыква у нас сейчас в самом разгаре, мы можем ее использовать везде, в том числе и в такой замечательный ржано-пшеничный хлеб. Подписывайтесь на мой канал, на другие мои ресурсы. Приходите учиться в мою школу. Я провожу курсы онлайн, вы можете записаться, и мы с вами будем осваивать новые рецепты и технологии. И давайте с вами продолжать печь, и испечем еще очень много всего интересного.